Приветствую вас на канале Хорошо Живем, канале о самообеспечении. Сегодня мы поговорим о секрете эффективного хозяйства, а именно какой элемент должен быть в вашем хозяйстве, чтобы оно было эффективным. Причем этот элемент будет существенным и для себя лично, то есть для обеспечения себя сельскохозяйственной продукцией, мы будем о животноводстве говорить, о продуктах животноводства, так и для коммерческого какого-то использования животных, то есть продажи мяса, молока и так далее куда-то вовне вашего хозяйства. Очень часто люди, заводя животных, ориентируются только на то, есть ли спрос на данную продукцию в окрестной местности. И второе, на свои собственные симпатии. То есть нравится кому-то там коровами заниматься, он коров заводит, а кому-то нравится поросята, он завел поросят, кроликов и так далее. Вроде бы, на первый взгляд все верно. И действительно он учел важные моменты, чтобы было приятно животным этим заниматься, и чтобы продукция пользовалась спросом. И для себя, если то, потребляет ли он сам молоко, мясо этих животных и так далее, яйца. Но во всем этом есть существенное упущение, от которого, собственно, я бы сказал, и надо плясать изначально, но многие люди об этом не думают. И упущение состоит в том, что эффективное хозяйство, его принцип кроется именно в наличии бесплатных либо очень дешевых кормов. Давайте бегло посмотрим. Если у вас, допустим, спросом пользуется вокруг свинина, но при этом ресурсов никаких, вы живете где-то в очень холодном климате, зерно привозное стоит очень дорого, помещение нужно утеплять и так далее, даже при выгодности определенной вашего бизнеса, вашего хозяйства, вашего дела, эта себестоимость будет достаточно высока и прибыльность будет ниже. А вот если вы занимаетесь в местности, где полно травы, лугов и так далее, молочным животноводством, там выгодным каким-то откорм бычков на пастбищах, в степи, там на лугах, то это совсем уже другая себестоимость. Там, я не скажу, что бесплатно, но совершенно иная, низкая. И выгодность существенно больше. Давайте возьмем примеры. Очень часто люди берут и заводят поросят. Я ничего против поросят не имею, все хорошо. Но дело в том, что практически всегда в силу сложившегося уклада свиноводства им люди покупают зерно. То есть все корма, в принципе, или основные, это корма покупные. Дальше. Какие еще есть условия сюда дополнительно к бесплатным кормам или дешевым? Очень часто у нас на юге России начинается, точнее объявляется свиная чума, и то в Краснодарском крае, то еще где-то запрещается держать свиней, их вырезают, их сжигают, люди терпят огромные убытки, уходят в нули и в огромные расходы и так далее. Понятно, что заводить в таких условиях свиней, крайне неразумно. Также есть существенные колебания на мясо, на молодняк свиней, от сезона к сезону, к году. Но при этом масса людей здесь держит по-прежнему свиней, и как только их можно, запреты снимаются, они заводят их вновь в существенных объемах. Понятно, что какую-то прибыль они рассчитывают получить, если уж на то пошло, но, как мы видим, это не всегда удается. Корма покупные, запреты, болезни и так далее. Многие люди держат год из года в год кроликов. В тех районах даже, где кролики постоянно выдыхают, хоть колоть им прививки и уколы, хоть не колоть вакцины и так далее. Конечно, это тоже неразумно, но между тем многие не задумываются и делают это. А что же, например, как позитивные, положительные примеры я приведу? Возьму на примере нашего хозяйства. У нас есть вокруг место, где пасти. По крайней мере, оно не очень хорошее, может быть, где-то. Вот мы сейчас видим, они кушают листья, там какой-то мусор валяется. Надо сказать, что опасения многих людей, что коза или корова съест пакет, там какой-нибудь целлофановый, обертку, у нас никогда не оправдывались, ничего не едят, довольно умны. По крайней мере, козы и овцы. А вот он, наш малыш. Вот уж действительно не бесплатно обходятся эти товарищи. Таким вот образом получается, что трава, вот сейчас опад листьев, травы вроде уже особо нет, но много опада листьев. И животные наши едят. Чуть позже пойдет, сейчас дожди прошли, вторая трава, и они будут круглый год, кроме зимы, когда есть снег именно лежит, есть траву, ветки, листья,
опавшие и растущие на деревьях. Потом у нас масса корнеплодов растет. Мы тоже, хоть себестоимость труда тоже нужно учитывать, но по большому счету их мы, получается, не покупаем, а значит они очень дешевые. Да. И получается, что молоко, мясо этих животных для нас, ну, условно бесплатное, если не брать трудовые наши расходы, когда-то там свет им включили, еще что-то сделали, ветеринара, может быть, кто-то приглашает и так далее. То есть это очень выгодно для нас получается. А вот если бы мы взяли тех же самых поросят, нам пришлось бы корм для них покупать. Ну, замечу еще, что наши козы и овцы, они не получают зерна никакого, мы их зерном не кормим, при этом они прекрасно доятся и растут. Об этом есть видео беззерновые животные в плейлисте самообеспечения, можете посмотреть. Так, мне собачонок маленький мешает снимать и трясет камеру, поэтому извиняюсь за качество, может быть, стабильность кадра. Если вы живете возле какого-то перерабатывающего завода, фабрики, промышленности, цеха, где перерабатывают пищевую продукцию какую-то, хлеб, зерно, свекольный жом есть, там у вас, не знаю, жмых подсолнечный или еще какой-то, и вы, может быть, работник, можете бесплатно выносить или очень дешево покупать. Ну вот, есть и другие примеры. Вот у нас недалеко здесь люди закупают уже готовых взрослых бройлеров, подросших, режут их, разделают и продают в магазине. А сотрудники их могут бесплатно брать требуху, там, кишки и прочее. Они варят их и дают курам, уткам своим, которые очень неплохо растут на этой вот требухе. Вот пример того, как можно даже в местности неблагоприятной, например, но находясь у каких-то промышленных или так мелких частных хозяйств, подворий, там предприятий, которые занимаются переработкой сельхозпродукции, вот, использовать ее для выращивания своих животных. Это, кстати, не только к сельскохозяйству относится, то же самое с собаками. Например, если вы породите собак, там питомник у вас, и у вас есть где мясо дармовое почти брать, это такое тоже бывает. Вот, как бы вам не нравились какие-нибудь животные, конечно, в некотором числе их можно держать, но вести бизнес там, где они явно убыточные будут, либо очень малоприбыльные, не очень разумно. Поэтому главный секрет успеха хозяйства вашего, прибыльности хозяйства, эффективного хозяйства – это наличие бесплатных, либо очень дешевых кормов. Конечно, это не единственный секрет, не единственный принцип. Есть еще климат, есть еще там приспособленность к нему ваших животных, есть еще спрос на продукцию этих животных. Но об этом мы вкратце уже сказали, поэтому заострять не буду. Я думаю, что корма – это самое главное. Все, на этом будем заканчивать. Всем пока, смотрите наше видео. Внизу я оставлю интересные ссылки. Подписывайтесь на канал.